Всем привет, с вами Кисель. Очередной стрим Фронтиров прошел, и нам очень много чего рассказали и показали. Давайте обо всем по порядку. Начнем с Кобра МК-5. Вот этот вот человек месяц назад, когда рассказывал нам про этот корабль, все перепутал. Говорил, что корабль будет среднего размера. В итоге Кобра МК-5 будет у нас маленького размера. Если вкратце, рассказали про ее внутрянку. Основное оборудование: силовая 4 размера, двигатели 4, FSD двигатель 4, система жизнеобеспечения 3, распределитель 4, сенсоры 3 и топливные баки 4 размера. По поводу вооружения: 3 средних орудия и 2 малых. 4 внешних слота у нас будет под усилитель щита и прочие дела. А вот дополнительное оборудование тут прям много. 5 класс 1 штука, 4 класс 3 штуки, 3 класс 4 штуки, 2 класс 1 штука и 1 класс 2 штуки. Как-то много напихали они в маленький корабль, но не суть. Корабль будет, конечно же, универсалом. И выходит он за Арексы 10 декабря. И да, вся информация по поводу игры не только выходит раньше в моем телеграм-канале, как и полный перевод стримов Фронтиров в дубляже. Ссылочка в описании и закрепленном комментарии. А мы идем дальше. Теперь самое вкусное. Система колонизации звездных систем обещает стать одной из самых глубоких и многогранных игровых механик, связывая экономику, строительство и политику в единое целое. Вот что нам, собственно, и говорилось. Утверждение прав на систему. Колонизация начинается с подачи заявки на систему через представителя в меню контактов обитаемой системы, и их будет, этих представителей, много. Заявка требует уплаты денежек и выбора необитаемой системы в радиусе 10 световых лет. Радиус может измениться, и судя по всему он изменится, потому что там уже на форумах вой по этому поводу. Если система доступна, игрок получает колонизационный маяк, который нужно установить за 24 часа. Если не успел, то права на это дело аннулируются, и одновременно можно осваивать только одну систему. Развитие системы и строительство. После утверждения прав выбирается место для первой станции. Ее строительство начинается с прибытия гигантского корабля. Этот корабль служит хабом для поставки необходимых ресурсов. Поставка ресурсов открыта для всех игроков. После завершения сбора возводится станция. Сначала она будет в стадии строительства с ограниченным функционалом. Полное завершение происходит на следующую неделю, по четвергам. Первый объект требует больше ресурсов и ограничен по времени строительства. После завершения колонизационный маяк становится навигационным, а станция получает контакт представителя для дальнейшего расширения. Освоение новых систем требует последовательного подхода и управления логистическими цепочками, которые будут дорабатываться после бета-теста 2025 года. И да, будет ранний бета-тест для всех игроков. Особенности управления и развития. Инициатор процесса становится архитектором системы, управляющим ее развитием. Возможности по развитию системы уникальны и предопределены, но о них можно узнать заранее. Архитектор может заниматься стратегическим развитием через ячеистую систему построек. Процесс развития представляет собой заполнение условных ячеек различными сооружениями, которые могут быть как орбитальными, так и планетарными. Для этого потребуется выбрать место и саму постройку. Доступные варианты строений зависят от выбранного расположения и наличия других активов. Механика уровней построек и их доступности в зависимости от экономического состояния системы. Последовательное строительство сооружений от малых к средним и до самых крупных. И выбираем мы между орбитальными, то есть станции-аванпосты, и планетарными сооружениями, космопорты и поселения. Для планетарных построек можно свободно выбрать место, включая живописные зоны, такие как кратеры и так далее. После того, как выбрано место и постройка, на орбите или планете размещается строительная площадка, куда можно будет доставлять требуемые материалы, а после завершения их сбора на ее месте появляется соответствующее сооружение. Этап строительной площадки в этом случае не имеет ограничения по времени, в отличие от такового для первой и основной станции системы. При желании можно просто оставить заброшенную стройку. И постройки улучшают экономику, безопасность и население системы, что влияет на ее дальнейшее развитие. Политика и экономика. В колонизированной системе изначально присутствует только фракция инициатора. Изначально в колонизированной системе будет лишь фракция, через которую инициировано ее освоение, но как и в любой другой звездной системе, на расстановку сил будет влиять политика и фоновая симуляция событий.
Влияние фракций и политическая борьба со временем становятся частью жизни системы, как и в других обитаемых зонах. И колонизация позволяет создавать собственные экономические кластеры, поддерживающие развитие систем и дальнейшую экспансию. Доступность и игроки. Системы остаются доступными для всех игроков. Архитектор управляет только постройками, но не доступом к системе. Успешное развитие системы позволяет создавать самостоятельные экономические пузыри, поддерживая дальнейшую экспансию и развитие. То есть получается, у нас элитка превращается в некий аналог EVE Online. Ну прикольно, как по мне. Но очень уж запарно будет, боюсь, с завозкой ресурсов. Пишите, что думаете по поводу всего этого дела в комментарии, будет очень интересно узнать ваше мнение. Плюс фронтиры сказали, что сделают пост у себя на форуме, где они будут отвечать на ваши вопросы. Ссылка на их пост будет также в моем телеграм-канале. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока, увидимся в космосе.